Друзья, всем доброго времени суток. У нас на улице сегодня пасмурно, дождит, несмотря на то, что середина ноября, плюсовая температура, снега нет вообще. Не люблю такую погоду, поэтому я решила поснимать для вас разговорное видео на тему ответов на ваши вопросы. И в руке я держу вот такой вот гербарий, который я собрала у себя на участке. Смотрите, какие листочки у меня получились. Из них даже можно сделать какую-нибудь картину. Давайте украсим сегодняшнее видео. Вот, украсила этими листочками свою стену. Правда, это такая, знаете, импровизация хрупкая. Ну, пусть будет для красоты в видео, пускай висит. Так вот, друзья, какая у нас сегодня тема? Значит, я собрала самые популярные вопросы, которые мне задают на моем видеоканале. Также я попросила вас написать вопросы, которые вас интересуют. Может быть, что-то новенькое появилось. Вот. И самые интересные вопросы, которые я посчитала для себя нужными, да, я тоже отобрала для этого видео, записала вот в списочек свой телефон, буду сейчас вам отвечать на эти вопросы. Поэтому видео сегодня будет разговорное. Наливайте себе чайку, кофейку, берите пироженки, конфетки, что вы там с чаем пьете. Садитесь поудобнее, и сейчас мы с вами будем беседовать на очень интересные темы. Я буду отвечать на ваши вопросы. Итак, начнем с вопросов самых популярных, которые мне задают очень-очень часто. Приходят новые подписчики. С каждым новым подписчиком тот же самый вопрос. Наташа, почему вы не купите себе автомобиль? Я даже зачитаю подробно вопрос от одной моей подписчицы, чтобы вы понимали все стремление людей помочь мне. Как же так, почему ты не покупаешь себе автомобиль? В деревне же это так нужно. В общем, я читаю подробно комментарий Светланы. Помимо Светланы есть еще масса людей, которые вместе с ней солидарны и вопрошают этот вопрос не раз уже на моем видеоканале. Наталья, добрый вечер. Для людей, живущих в деревне, на хуторах, очень важно иметь свой транспорт. И это не велосипед, так как важно бывает куда-то срочно поехать или что-то отвезти, привезти, или обратиться срочно к врачу. Такси – это не всегда выход из ситуации. Планируете ли вы купить собственный легковой автомобиль для таких нужд? Замечу, что пока вы молодая, вам он, может быть, и не особенно нужен. Но по прошествии ряда лет, когда здоровье будет уже не то, и время будет еще дороже, вам, поверьте, такое транспортное средство будет весьма кстати. Что вы думаете на эту тему? Сейчас я подробно вам все расскажу. Ну, во-первых, сразу отвечу, покупку автомобиля в ближайшее время я не планирую. Значит, первая важная причина – это то, что я еще не совсем благоустроила свой дом и свой участок. И мне, конечно же, потребуются финансовые вложения для более комфортного проживания, потребуются финансы, которые нужно все-таки вложить еще в дом, сделать его более комфортным, обустроить до конца, достроить так, как мне хочется, сделать ремонт и так далее. Второй момент, значит, я не чувствую такой, знаете, острой нехватки личного транспорта. Знаете почему? Потому что я не езжу очень часто в город, я не езжу очень часто даже в наш районный центр. Это случается, знаете, где-то 1-2, ну максимум 3 раза в месяц. Третий момент – это то, что если планировать покупку автомобиля, то это, конечно же, огромные финансовые траты. Автомобиль – это огромный расходник финансовый. Может быть, кто-то не задумывался, но помимо того, что автомобиль нужно купить, за ним еще нужно ухаживать, нужно его содержать, можно сказать, да. Что нужно для того, чтобы содержать автомобиль? Нужно платить налоги, нужно оплачивать бензин, нужно оплачивать ТО, нужно оплачивать страховку, нужно оплачивать ремонт, нужно строить автомобилю гараж или хотя бы парковочную зону обустраивать. В моем случае еще нужно идти учиться на права, это тоже дополнительные затраты и время тоже. И на все на это, конечно же, требуются немалые финансовые вложения, и мне кажется, вложения даже равносильные тем, за которые я купила этот дом. На минуточку, а дом у меня еще не благоустроен. И знаете, если бы я жила в глухой какой-то деревне, где не было бы общественного транспорта, куда бы не ходило такси, наверное, автомобиль был бы актуален. Но в моем случае я выбрала такое место, где я и близко к природе одновременно, и одновременно совсем недалеко от цивилизации. Районный центр, который располагается от меня где-то в 10-12 километрах,
Он совсем недалеко, и оттуда можно вызвать такси, если понадобится, например, съездить в какой-то большой гипермаркет, купить продуктов, или если потребуется уехать в город, там же в районном центре есть автостанция. А также где-то на расстоянии около 30 километров отсюда есть небольшой городок, где есть более, скажем так, крупные гипермаркеты, в которых можно купить товары бытовые какие-то. Ну, в общем, острой нехватки в автомобиле я не чувствую. По врачам я пока не езжу, у меня нет острой такой потребности в больницах. Да, и даже больницы, это, знаете, такая отдельная тема, которую я затрагивать не хочу. В больнице я обычно попадаю, если сломала руку, например. Тьфу-тьфу-тьфу. Но так я по больницам не хожу, слава богу, со здоровьем у меня все хорошо. Конечно же, если мне потребуется скорая медицинская помощь, ее можно вызвать здесь из соседнего районного центра. Машина скорой помощи доедет и достаточно быстро, я думаю. К тому же у нас в деревне, в нашем селе есть медицинский пункт или фельдшерский пункт, как это называется, я точно не знаю, но, в общем, есть у нас медики в нашей деревне, и если что, они помогут. Что-то отвезти или что-то привезти. Вот тут пишет Светлана, если потребуется. В нашей деревне есть очень много людей с автомобилями, с личными. Да. В крайнем случае можно попросить кого-то из знакомых, если уж прям срочно нужно что-то отвезти или что-то привезти. Вот. Но со мной это случалось крайне редко. Один раз, да, я ездила в гости, кстати, просила кого-то из местных меня отвезти в соседнюю деревню. Там. У меня есть отдельное видео, где я ездила осматривать погреб у моих знакомых, и вот тогда я просила человека из моей деревни отвезти меня туда. Такие случаи были. А что касается остального, у всех магазинов сейчас есть доставка. Пожалуйста. Потом, что касается маркетплейсов, например, тот же Wildberries, тот же Озон. Озон, у нас пункт выдачи Озон есть прямо в нашей деревне. Wildberries возят мне товары прямо с доставкой на дом курьером. То есть, ну, понимаете, я не испытываю какой-то острой потребности в автомобиле и не считаю целесообразным тратить сейчас деньги на автомобиль, когда эти же деньги можно вложить в дом, отремонтировать его, чтобы он был комфортабельным для меня. Что же касается возраста, да, даже, предположим, если будет пенсионный возраст, да, и мне потребуется сильно автомобиль, то мне кажется, знаете, лучше меньше да лучше. Меньше забот, меньше хлопот, меньше, опять же, финансовых вложений и геморроя. И потом водить по трассе – это опасно. И мне кажется, это больше дело такое для мужчин, чем для женщин. Но это уж лично мое мнение, конечно, да. Вы знаете, если так по секрету, то мне кажется, водитель с личным авто намного лучше, чем женщине одной как-то возиться с машиной, там, с ремонтом, со всеми этими автомобильными делами. Мне кажется, если у меня будет муж, то он, наверное, купит автомобиль или будет уже с автомобилем. И даже если мой муж будет без автомобиля, мне кажется, мы спокойно будем решать этот вопрос такси и общественным транспортом. И будет это выходить гораздо дешевле и не так геморройно, как если бы содержать этот автомобиль. Но, однако, я не исключаю того варианта, что, возможно, когда-то, может быть, когда-то я вырасту в финансовом плане, да, и это мне позволит приобрести авто и выучиться на права. Но, тем не менее, сейчас есть так, как есть, и это меня вполне устраивает. Кстати, меня постоянно подкалывает племянник, он мне задает вопрос: тетя Наташа, когда вы купите машину, какую вы будете покупать машину? А мы вот на ней поедем туда, вот поедем сюда, давайте я вам расскажу, какую лучше выбрать машину. В общем, он тоже вместе с вами подготавливает меня морально к владению и содержанию авто своего личного. Но я пока не тороплюсь, друзья, у меня другие планы пока на эту жизнь. Приобретение автомобиля – это не самая первая необходимость. В моем случае так точно сейчас. Дальше следующий вопрос от Надежды. Наташа, добрый день. А вы в деревне будете всегда жить или это просто временно? Ведь всегда одной это плохо, да и нельзя, нужна семья, ведь это главное в жизни. Знаете, Надежда, я с вами не спорю, семья главная в жизни, но сейчас я нахожусь в таком периоде своей жизни, который я проживаю самостоятельно, и он меня вполне устраивает, этот период жизни. И, конечно же, он не будет длиться вечно, когда-то, конечно же, у меня появится близкий человек, с которым я буду дальше идти по жизни. И как там будет дальше складываться, я еще пока не знаю. Ну а пока на текущий момент я живу здесь, меня это все вполне устраивает.
Что же касается проживания в этой деревне, навсегда это или нет, вы знаете, тут я хочу зачитать следующий вопрос от следующей моей подписчицы, который очень похож на этот вопрос, да, сейчас я его прочитаю. Если вы встретите свою любовь, готовы ли вы будете переехать к нему, например, в город или даже в другую страну? Это, к слову, буду ли я жить здесь постоянно, или же все-таки когда-то, может быть, и перееду? Да, вот спрашивают меня две моих подписчицы. Как бы ответить на этот вопрос корректно? Сейчас подышу, подождите. Вы знаете, что касается переезда, тут очень непростой вопрос. Непростой. Особенно если это касается семьи и особенно если касается замужества. Ну вот смотрите, представьте, что я здесь вложила немало усилий. Вот я здесь живу год всего лишь, да, но тем не менее даже за этот год я вложила немало сил, финансов, моральных, психологических, физических для того, чтобы обустроить этот дом так, как я хочу, чтобы обустроить участок, как я хочу. Я вложила немало моральных сил, чтобы найти именно то место, которое мне понравится, купить дом именно тот, который мне понравится. То есть я, как бы следуя за своими желаниями и потребностями, выбрала самостоятельно этот дом для своей жизни, для более комфортной, той, которая мне нравится, так, как я хочу. И тут вдруг появляется мужчина в моей жизни, давайте предположим гипотетически такую ситуацию, которой еще пока нету, но, скорее всего, она случится когда-то. Так вот, представьте, появляется мужчина, допустим, он из другого города или даже из другой страны, и представим такую гипотетическую ситуацию, что он меня зовет жить к себе, да, в свой город, в свою страну и так далее. И вот представьте, здесь я вложила немало сил, финансов, моральных, психологических, физических, чтобы найти этот дом, обустроить и так далее. И тут меня зовут в совершенно незнакомое мне место, где я буду женой своего мужа, и он будет владельцем этой недвижимости, там, где мы будем жить, не знаю, он будет хозяином этой недвижимости, да. И вот представьте, женщина переезжает к своему мужу, оказывается в такой ситуации, да, переезжает к своему мужу, где, во-первых, она не хозяйка в своем доме, да, недвижимость это принадлежит ее мужу, предположим, да. Пусть она жена, но тем не менее она не хозяйка этой недвижимости. Этот дом, эту квартиру там или что, выбирала не она приезжает уже на готовый, скажем так, объект недвижимости, на готовый уклад быта этого мужчины, да. Если честно сказать, вот в такой ситуации лично мне бы было некомфортно. Вы знаете, там, где я себя чувствую не дома, там, где я себя чувствую только лишь гостем, а не хозяйкой, я не смогу жить и строить семью вот с таким человеком, который как бы позвал меня в гости, да, ну, который, ну, пусть позвал меня в жены, да, но тем не менее я оказываюсь, юридически оказываюсь у него как бы в гостях, да, получается. Вот в такую ситуацию я бы не хотела бы попасть, потому что это сложно, во-первых, особенно если в другой стране, там, где нет твоих близких, друзей, подруг, с которыми ты общаешься, там, где родственники твои от тебя далеко, да, незнакомый язык, это вообще втройне сложно мне. В общем, в такой бы ситуации я бы не хотела оказаться, поэтому если появится мужчина, то, скорее всего, мы будем решать этот вопрос так, что будем совместно выбирать место жительства, дом, который нас обоих устроит. Либо я даже не исключаю такой вариант, что мужчина приедет жить сюда, ко мне, но с равноценными финансовыми вложениями, такими же, какие я сделала в этот дом, в этот участок. Вот тогда, мне кажется, будет справедливо. Как вы думаете? Вот тогда я буду чувствовать себя действительно хозяйкой в этом доме. Вот тогда я буду чувствовать, что я создаю свою семью, а не нахожусь в гостях у какой-то другой семьи. Например, у семьи мужа, в гостях у его мамы, например. Ну, это некомфортно мне как женщине. Да, я в гости могу приехать, там что-то как-то помочь, дела какие-то сделать. Но чтобы создать семью и полноценно жить, чтобы было комфортно обоим, я думаю, это должно быть совместное решение и совместный выбор. В общем, возвращаясь к вопросу, собираюсь ли я жить здесь навсегда или же все-таки когда-то перееду, вы знаете, пока мне здесь комфортно, пока я себя чувствую здесь уютно, мне нравится,
меня все устраивает, я здесь живу. Если ситуация поменяется каким-то образом, там появится мужчина, мы что-то совместно решим, да, я выйду замуж, конечно же, ситуация может поменяться, возможно, я уеду. Но, но я вам хочу сказать одну важную вещь. Обязательно это будет другой частный дом, а, на другом, может быть, участке, но никак не квартира это будет. И опять же повторюсь, я бы не хотела быть гостьей у своего мужа и у его родственников, гости на хлебнице и так далее. Я бы хотела быть полноценной хозяйкой своего дома, своей же семьи, которую я создам со своим мужем. В таком случае, да, в таком случае я, наверное, могу куда-то переехать. Опять же, если меня устроит то место, куда мы будем переезжать с мужем. Если муж будет советоваться со мной, если мы будем совместно решать, совместно выбирать место, совместно выбирать дом, и каждый будет удовлетворен выбором, то почему бы и не переехать? Однако тот вариант, когда муж меня берет к себе, куда-то увозит, и я там сижу как гостья, как сама не своя, как не хозяйка, нет, такого не будет. Такой вариант я, пожалуй, исключу. Вариантов развития событий может быть множество, но в любом случае я не откажусь от идеи жить на своей земле в своем частном доме. Для меня это очень важно. Вот такая история, друзья. Вообще тема дома, ощущение, именно ощущение дома для меня очень важное. Дом– это то место, где человек ощущает покой, защиту, уют, свободу самовыражаться. Дом– это то место, где человек должен ощущать себя защищенным и полноправным хозяином или хозяйкой этого дома. А если этих ощущений нет, то это и не дом вовсе. Согласитесь? Дальше следующий вопрос будет более личного характера. Тут меня подписчик спрашивает: Наталья, какие ароматы парфюма вам больше всего нравятся? Расскажите поподробнее. Знаете, мне нравятся такие более свежие ароматы, что-то близкое к воде. Также мне нравится запах огурца, дыни. Мне нравится, чтобы обязательно это присутствовало в парфюме, в нотках парфюма. Мне нравятся еще, может быть, какие-то фруктовые ягодные ароматы. Вы знаете, когда-то давно я даже была поклонницей такого аромата, как Le Parkinzo. Вот здесь я размещу флакон с этим парфюмом. Он мне очень нравился. Также мне очень нравится парфюм на масляной основе. То есть так же, как арабские духи делают, да, но сейчас взяли вот эту идею у арабов делать на масляной основе различные ароматы. В том числе можно найти на основе масла такие ароматы, как я уже назвала здесь, Le Parkinzo там и так далее, да. Очень много разных ароматов на основе масла сейчас делают, и мне они больше, знаете, нравятся. Они более такие тонкие, не ярко выраженные, не бросаются в нос. Однако я все-таки слежу периодически на рынке за обновлением различных парфюмерных композиций, да, появляются периодически те или иные какие-то ароматы. Мне, конечно же, тоже интересно их попробовать. Интересно попробовать что-то новенькое. И, знаете, я даже вот тут заказала на сайте Рандеву вот такую вот палетку пробников свежих ароматов. Вот посмотрите, наверное, будет хорошо видно. Значит, мне нравится тем, что здесь коробочка на магните. Она так удобно открывается. Вот смотрите, хоп. И здесь вы можете заказать вот такой аромабокс, в котором есть пробники различных ароматов свежих. Вот здесь их 8 штук. Можете попробовать каждый, чтобы не заказывать один большой, дорогущий, да, и потом ошибиться. Можно заказать вот такой вот аромабокс, попробовать все ароматы, которые вам нравятся, и, соответственно, выбрать. Значит, из всей этой палетки свежих ароматов, которые я нашла на сайте Рандеву, ссылку я оставлю на него под этим видео, мне очень понравился аромат от Zarka Parfum под названием Iception. Вы знаете, с легкими нотами воздуха, насыщенного озоном, и в то же время тут присутствуют цветочные, цитрусовые ароматы. И знаете, он дает такой шлейф какого-то свежего воздуха, наполненного озоном. Мне очень нравится, он просто невероятный. Я прям кайфую. Редко встречаю такие ароматы, которые мне прям вот очень нравятся, особенно те, которые не на масляной основе, но я надеюсь, что найду такой же аромат на масляной основе когда-нибудь. Но, тем не менее, вы тоже можете его попробовать, заказать такую вот палетку. Знаете, оказывается, создатели этого парфюма назвали его в честь одноименного фильма «Inception». По-русски
Этот фильм называется «Начало». Там в главной роли играет Леонардо Ди Каприо. И этот фильм о подсознании, о снах, о том, как работает наш внутренний психологический подсознательный мир, а как устроены сны. Очень неоднозначный, очень интересный фильм. Я очень удивилась совпадению, да. Фильм я не смотрела, но после того, как я понюхала вот этот аромат одноименный, я решила и фильм посмотреть, потому что он меня заинтересовал. Я люблю такую тему подсознания, снов, психологии и так далее. Я думаю, что и фильм мне понравится тоже, так же, как этот аромат. Он такой проникновенный, знаете, потом, когда на коже раскрывается, он остается таким шлейфом каким-то таким приятным, тонким-тонким. Друзья, на сайте Рандеву по моему промокоду, указанному на экране, и под этим видео можно заказать любой товар со скидкой 10% от суммы заказа 2500 рублей. Эта 10% скидка суммируется со всеми скидками, указанными на сайте. Там вы можете приобрести такой же аромабокс со свежими ароматами, как у меня, в том числе и с тем ароматом, который мне очень понравился. Ссылку на сайт Рандеву я оставлю под этим видео и в закрепленном комментарии. Заходите, приобретайте и наслаждайтесь. Следующий вопрос от Ирины. Звучит он следующим образом. Здравствуйте, Наталья. У меня такой вопрос. В моменты каких-либо трудностей проживания в деревне возникали ли у вас мысли о переезде назад в город? Вы знаете, я даже не могу представить, какие такие должны быть трудности здесь, чтобы мне захотелось переехать. Честно говоря, даже не могу представить. Это во-первых. А во-вторых, мне обратно в город ехать некуда. У меня нет своей квартиры. Единственная недвижимость, которой я обладаю, это вот этот дом. А до этого я жила на съемной квартире 7 лет. И вы знаете, как бы вам сказать, обратно на съемное жилье мне не хочется от слова совсем. Поэтому какие бы трудности здесь не возникали, супер какие-то сложные, мне кажется, гораздо приятнее преодолеть эти трудности здесь, прийти к какому-то результату, какой-то своей цели, нежели уехать обратно на съемную квартиру. Нет. К тому же я содержу 6 кошек, и вот вы представьте ситуацию. Я продаю дом, беру огромную ипотеку, покупаю квартиру, перевожу туда своих 6 кошек всех. Но нет, такой вариант меня точно не устраивает. Да и как-то отказываться от тех вложений, которые я сделала в этот дом, моральных, психологических, физических, материальных, финансовых, я как-то не совсем готова. Вы знаете, за год, пока здесь живу, наверное, самым сложным для меня было это отапливать дом зимой. Зимой печью, которая непонятно как работала, она была частично в аварийном состоянии. Вот это, наверное, было самым сложным, когда нужно было возиться с дровами, таскать их в дом, сушить. Это было физически очень тяжело. И порой я настолько уставала с этими дровами, что просто невозможно было. Однако, даже несмотря на эту усталость, я была благодарна Вселенной за то, что у меня есть свой дом, даже несмотря на все эти трудности, которые я здесь проживала. Пусть это трудности, но они, по крайней мере, свои трудности, они трудности съемной квартиры, понимаете? Наверное, меня поймут люди, которые когда-то жили на съемном жилье или которые сейчас живут, может быть, на съемном жилье. Вот, поэтому в город я обратно не хочу. Но пока я не вижу каких-то прецедентов, которые бы меня вырвали отсюда и увезли куда-то туда, в город. В город обратно на съемное жилье я точно не хочу. Если у меня появится своя квартира в городе, то, наверное, скорее всего, исключительно под аренду. И также на будущее, возможно, когда я буду на пенсии, я буду жить в этой квартире, если мне будет уже тяжело здесь проживать, да. Но пока так, как есть, не вижу никаких трудностей, которые бы меня заставили переехать отсюда, все бросить и переехать. Вы знаете, наверное, этот вопрос от людей, которые, наверное, попробовали когда-то переехать в деревенский дом, попробовали вот эту деревенскую жизнь и не справились. Я же выбирала деревенский дом с умом, понимаете? Он деревенский-то деревенский, но здесь есть какие-никакие городские коммуникации. Здесь есть центральный водопровод, проведена вода, в дом заведена. Здесь есть отопительная система какая-никакая, но все-таки она есть в доме, да, не нужно мне было ее делать. И в дом я уже провела в этом году газ. Это, мне кажется, самая главная коммуникация для комфортного проживания в доме, которые необходимы при выборе дома. Поэтому, чтобы вам не ошибиться,
точно не ошибиться, ищите такой дом, который вот с этими важными коммуникациями. Вода, заведенная в дом и оборудованная так, что зимой вы имеете возможность доступа к воде, то есть она заведена в дом и не замерзает там. Скважины какие-то бывают, делают люди на участках, да. Скважины бывают, кстати, летние, зимой они замерзают, там какие-то проблемы с ними. Поэтому выбирайте такой дом, который обустроен под зиму, в который заведена уже вода, в котором есть отопительная система и заведен газ. И тогда вы точно не захотите ни в какой город ехать. Я вам 100% говорю, какие бы трудности тут ни возникали. Вот. Самые сложные моменты, первый год жизни я здесь прожила. Я прошла огонь, воду и медные трубы, прям в прямом смысле этого слова. Поэтому пока я точно в город не планирую. Когда-нибудь, может быть, когда будет пенсия, но, может быть, тогда что-то и случится, если она будет у меня своя квартира, а пока в город я не хочу точно. Следующий вопрос от Елены. Наташа, здравствуйте. Вопрос такой. У вас близкие подруги по месту жительства есть? Если есть, то снимите ролик с ними или с ней. Спасибо. Вы знаете, все мои близкие подруги, они родом из моих студенческих времен и из моих школьных времен. Даже есть подруги, которые у меня были в городе, когда я жила в городе. Сейчас нас жизнь раскидала по разным уголкам планеты, скажем так. Знаете, одна моя подруга живет, например, в Шотландии, вышла замуж за шотландца, и живет у нее там семья, свой дом, сын. И мы с ней прекрасно общаемся периодически по видеосвязи, в аудиосообщениях. Периодически поддерживаем связь. Надя, привет. Вот. Поэтому снять с ней видео я не смогу. Ее здесь нет. Значит, еще пара подруг у меня живут в городе Нижнем Новгороде. И тоже мы периодически встречаемся. Я даже, по-моему, снимала видео, короткий видеоролик, где мы с Таней встречались, когда я ездила в город ненадолго. Я периодически езжу в город по каким-то делам, и там иногда я с подругой, вот с Таней встречаюсь. Даже я, по-моему, снимала короткий видеоролик, где вам показывала, как я езжу в город делать себе маникюр, ресницы. Можете найти у меня на видеоканале. Но я не знаю, согласится ли Таня для того, чтобы я сняла с ней видеоролик, и зачем это нужно. Не знаю, сомнительная какая-то идея. Друзей и подруг, которые у меня достаточно близкие, они, понимаете, они в разных частях. Кто-то в городе, кто-то в другой стране. И мы периодически по интернету, по видеосвязи общаемся и по возможности встречаемся, как вы видите. Здесь таких близких прям подруг у меня нет, где я живу сейчас, да, на данный момент. Здесь населенный пункт достаточно небольшой, и, знаете, я не испытываю какого-то дискомфорта от того, что у меня здесь нету подруг и друзей, ну вот именно в том месте, где я живу, да. Мне кажется, я могу в любой момент пригласить ко мне в гости вот это тоже Таню. Она может приехать, или я могу в город съездить, там мы можем пообщаться. Ну а тот, кто в другой стране, меня, кстати, Надя приглашала в гости в Шотландию, и я не согласилась на эту затею. Во-первых, там сложности с документами, визами, во-вторых, это денежные затраты. В общем, не актуально пока для меня точно. Поездки в гости на такие большие расстояния я точно не планирую. Мне вполне хватает общения в сети. Это так же, как и в жизни. Я не испытываю какого-то дискомфорта. Я все так же по-прежнему поддерживаю связь с друзьями, да, несмотря на то, что они не живут там же, где и я. Значит, здесь Наталья спрашивает: здравствуйте, на кого вы подписаны, любимые блогеры? Вы знаете, я делала такой пост в Телеграме, где писала список моих любимых блогеров, на которых я подписана, давала там ссылки. Можете пройти в мой Телеграм, ссылку вы найдете под этим видео. Там есть этот пост, я прям подробно все описываю. Но здесь, если вкратце, я в этом видео расскажу о блогерах-миллионниках, которые меня очень сильно вдохновили на жизнь в деревне, на жизнь в своем доме, на своей земле. Значит, я подписана на Лизиги. Я не знаю, как правильно произносится имя этой девушки, которая проживает в Китае. У нее более 20 миллионов подписчиков. И она создает невероятно красивые ролики, показывающие культуру, традиции, быт вот именно китайской деревни, деревенской жизни в Китае. Она там показывает и различные рецепты, и как она печь из глины лепит, как она обустраивает свои сарайчики. И все это очень красиво, атмосферно снято.
В общем, я очень сильно когда-то в свое время вдохновилась ее видеороликами и продолжаю тоже совершенствовать и свои видеоролики, вдохновляясь ее видеороликами. Я вот здесь ставлю такую плашечку с именем ее, чтобы вы понимали, о ком я говорю, да. Вот. Ну а ссылку на этого блогера вы можете найти в моем телеграм-канале, опять же. Следующая девушка, которая меня очень вдохновила, это тоже блогер-миллионник. У нее более 5 миллионов подписчиков. Это Джона Джинтон. Не знаю, как в русской транскрипции звучит ее имя. Я тоже здесь оставлю плашечку, чтобы вы увидели. Она тоже, по-моему, живет в шведской деревушке, где такой, знаете, такой арктический климат, очень большая длинная зима, и она тоже там показывает атмосферные видео с природой, с погодой, как она там справляется со своим деревенским бытом. И вообще мне нравится, как она раскрывает свой внутренний мир, взаимодействуя с природой, как она видит этот мир. Это невероятно красиво, атмосферно снято, и очень меня тоже вдохновляет. Можете зайти посмотреть. Ссылку на нее также вы найдете в моем телеграм-канале. Вот это, пожалуй, самые два таких крупных блогера, которые меня очень сильно в свое время вдохновили на жизнь в деревне. Значит, следующий вопрос от Елены. Наталья, какую следующую переделку в доме вы планируете? Каким видите свой дом и участок через 5 лет? Возможно, теплица, курятник, беседка и так далее. Вы знаете, в планах в ближайшие годы, скажем так, у меня поменять окна в доме. Окна, я имею в виду оконные рамы, они у меня достаточно уже старенькие, кое-где треснуто стекло. И они, знаете, такие старого формата, двухкамерные, да, получается, деревянные рамы и стекла вставлены, два стекла. И они уже все покосились, покривились, там очень сильно сифонит, стекло уже такое старое, его не ототрешь ни от краски, ни от пыли, ни от грязи. Между стеклами скапливается очень много мух мертвых, пыль, паутина, все это очень некрасиво смотрится. Мне хочется в следующем году поменять эти окна на пластиковые, вот, чтобы это более-менее комфортно, эстетично все смотрелось. Вот. Это моя боль на текущий момент, да, то, что мне хочется, скорее всего, сделать. Еще я планирую поменять полы в доме и на кухне, но в первую очередь на кухне. Почему? Потому что там кое-где вообще очень сильно провалился пол, он деревянный, да, под линолеумом прям даже есть такие вот кое-где ямки. В общем, пол на кухне нужно обновить 100%, тем более я там еще планирую сломать печь-голландку, которая находится в аварийном состоянии, которой я прошлой зимой отапливала дом. Там прогнил в этой печи голландки котел, из него сочится вода, вот, все это некрасиво смотрится, у этой печи аварийный дымоход, топить я уже точно не буду, и она не греет полностью, то есть она, там, где у нее находится котел, у нее нет кирпича, и она наполовину только кирпичная получается, да. Сделана она была предыдущими хозяевами с целью отапливать дом, да, сейчас я в этом не нуждаюсь, у меня сейчас есть газовый котел, который отапливает дом. Вот, я сломаю на кухне эту печь, я постелю там новый пол, я постелю там новый линолеум и, наконец-то, займусь ремонтом на кухне. Уже тогда можно будет заняться ремонтом, поставить кухонные гарнитуры, обклеить обоями, которые мне нравятся. Вот, это мои ближайшие планы, да. И также я планирую поменять полы в самом доме полностью, потому что они тоже кое-где покосились, прогнили, тоже нуждаются в ремонте. Это вот первостепенно, что мне нужно сделать. Еще, если у меня будут финансы в ближайшие годы, то я, скорее всего, займусь укреплением фундамента дома. Но, опять же, на это требуются большие крупные суммы, которые еще нужно накопить, чтобы к этому прийти. Поэтому вот я пока буду заниматься окнами, полами, а там дальше посмотрим, как все сложится. Ну, а если говорить о дальнейших планах, что именно я вообще, в принципе, хочу в целом переделать в доме, да, если так вдруг случится, на меня свалится крупная сумма денег, было бы очень приятно. Я бы тогда, знаете, обустроила еще чердак, я бы сделала второй этаж, мансардный этаж бы я сделала, я бы утеплила крышу так, чтобы можно было жить на чердаке зимой еще, чтобы там тоже было отопление. И, ну, красивый бы, может быть, сделала какой-нибудь фронтон стеклянный, чтобы можно было смотреть с крыши, любоваться видами окрестностей местных. Вот, было бы классно. Но на это нужно очень много финансовых вложений. Также, если бы у меня было много денег,
я бы еще, знаете, что сделала? Я бы сломала старый двор, который у меня стоит за домом. Он был построен предыдущими хозяевами для содержания скота. Там я бы хотела его снести и построить там такой, знаете, большую террасу, которая огибает весь дом и уходит вот именно на заднюю часть дома, чтобы можно было выйти на эту террасу, пройтись по ней вокруг дома и сесть с видом на сад, то есть чтобы был вид на сад. У меня сейчас есть небольшое крылечко в виде маленькой терраски с видом на мой забор и на подъездную часть к дому, но мне бы хотелось еще террасу с видом на сад. Опять же, это мои пока мечты, мечтания, и неизвестно, доживу ли я до таких реконструкций в доме, потому что очень много всего еще нужно сделать. И, понимаете, все упирается в финансы. И, конечно же, я буду заниматься первоочередными задачами в плане ремонта там, и так далее, а потом уже как-то уже обустраивать дом. Еще бы, знаете, мне бы хотелось либо реконструировать, либо построить новую русскую печь. Но, скорее всего, нужно строить новую русскую. Почему? Потому что она со времен постройки этого дома, русская печь. И, конечно, было бы более безопасно и приятно, и эстетично с точки зрения новизны, если бы я новую построила. Но она стоит, на минуточку, сейчас более 500 000 рублей построить русскую печь, я узнавала. Вот, поэтому я немножко задумалась. Наверное, нужно начинать не с этого точно. Вот, это, знаете, так из разряда мечтаний моих каких-то. Но пока я двигаюсь в плане изменений, каких-то перестроек, реконструкции моего дома, отталкиваясь от своих финансовых возможностей на текущий момент. Вот. Вот такие вот планы, каким я вижу свой дом через 5 лет, если мне позволят финансы. Услышь мои молитвы, Вселенная. Надеюсь, что мне получится заработать эти деньги, но если не получится, я не сильно расстроюсь, потому что даже уже сейчас, учитывая то, что я переехала со съемной квартиры в свой дом, в просторный такой дом, который хоть и требует каких-то ремонтных работ, но тем не менее это уже одно, это меня очень сильно радует и мотивирует что-то делать дальше. Вот, такие у меня планы. Следующий вопрос от Константина. Наталья, очень по душе твои видео, наверное, не мне одному. Что планируешь делать зимой темными вечерами? И вообще, знаете, у меня таких вопросов много на видеоканале в том плане, что Наталья, как вам там не скучно? Что вы там делаете зимой? Не скучаете ли вы? Что вы делаете после работы? Чем вы занимаетесь? Как вы развлекаетесь? Не скучно ли вам здесь одной? Друзья, мне, как интроверту, здесь не скучно нисколько. Чем планирую заниматься долгими зимними вечерами? Ну, например, зиму я здесь уже прожила, и знаете, у меня такого вопроса почему-то не возникало, чем бы мне сейчас заняться вечером? Вы знаете, мой день стандартный в будни примерно выглядит так. Значит, я встаю где-то в 7 утра, может быть, даже пораньше, 6-7 утра, умываюсь, делаю зарядку, занимаюсь йогой там часик, кормлю кошек, отпускаю их гулять, делаю себе завтрак и сажусь за ноутбук. К 9 утра я должна сидеть возле ноутбука. За ноутбуком я работаю, приходит обеденное время, я кушаю, потом снова я работаю до 6 вечера, я сижу за ноутбуком. И после 6 я ложусь пластом на кровать в форме звездочки и лежу. И наслаждаюсь. Конечно, шучу. Бывают, конечно, такие дни, когда хочется просто лечь полежать. Но, вы знаете, в доме в своем всегда найдется какое-то дело. Такого нет, что вот я сижу и думаю: о боже, а чем мне сейчас заняться? Боже, как мне скучно. Нет, друзья, скорее всего, это происходит так. 6 вечера, так, нужно сделать это. Что, за что хвататься? Скорее вот это или это сделать, или завтра, или это сегодня, или скорее всего, я разрываюсь между какими-то делами, нежели скучаю и тут думаю, чем бы мне заняться. Вы знаете, вот, например, сейчас мне нужно докрасить стену, которую я в прошлый раз неудачно покрасила, не совсем качественной краской. Потом я еще купила шпатлевку, я хочу зашпатлевать швы в ванной комнате, у меня там на плитке обновить швы нужно, и между плиткой и самой ванной нужно зашпатлевать шов, вот этот вот, который
на стыке со стеной находится, чтобы туда не лилась вода. Мне также нужно задекорировать ту стену, где раньше у меня была дверь во двор. Ее тоже нужно как-то покрасить, чтобы это красиво выглядело. Трубу там нужно водоразводящую покрасить в белый цвет. И у меня, как вы понимаете, кошки, 6 кошек в доме, они постоянно что-то где-то роняют, постоянно нужно убираться, постоянно где-то нужно протирать пыль, где-то мыть полы, где-то подметать, пылесосить, что-то стирать, куда-то что-то переставлять. Ну, знаете, я даже иногда жалею, что у меня нет времени даже на себя, понимаете? Не то, чтобы я там скучаю. Если гипотетически представить такую ситуацию, что я задумаюсь, о чем бы мне тут заняться, да, то я как творческий человек и как интроверт, то я, скорее всего, выберу что-то творческое. Я, скорее всего, пойду снимать какое-нибудь видео для вас. Я, скорее всего, пойду снимать какие-то фотографии, делать красивые. Пойду на прогулку, поснимаю фоточек, выложу в свой Телеграм, в свой YouTube. В общем, еще у меня ноутбук в форме планшета. Я хочу научиться там рисовать стилусом картины. Вот я видела картины стилусом рисуют супер реалистичные такие. Мне очень нравится, мне хочется освоить этот инструмент. Возможно, я буду когда-то стилусом картину рисовать. Хочу перейти с акриловых красок на рисование стилусом в цифровой вариант. Потому что с красками это возня, это нужно постоянно их покупать, это деньги, а деньги мне сейчас понадобятся для дома. Поэтому стилус – это экономный вариант, и как возможность научиться чему-то новому, творческому, это мне было бы интересно. Также я очень люблю вязать. У меня с прошлой жизни осталось много мотков пряжи, и, возможно, меня что-то вдохновит повязать, я могу повязать. Но это, знаете, скорее всего, из разряда таких мечтаний, потому что зачастую мне здесь скучать некогда, мне все время приходится что-то делать, что-то готовить, что-то убирать, что-то где-то ремонтировать. Ох, ну вот такой мой ответ на тот счет, что мне делать, если мне скучно. Вы знаете, любой интроверт вам скажет, что ему всегда будет чем заняться. Наверное, экстраверту было бы здесь сложно находиться, да, потому что экстравертированные люди, они обычно любят общение. А я такой человек, что я предпочитаю общение лучше меньше да лучше. Лучше бы одна близкая подруга, но с ней будет какое-то качественное общение, интересное, наполняющее, чем будет сотни там друзей, сотни каких-то общений, непонятный какой-то круг людей вокруг тебя. Для меня это большой стресс, если очень со многими людьми общаться нужно. Вот такой мой ответ. Следующий вопрос от Софьи. Наталья, у меня такой вопрос. Мне предстоит переезд в ближайшее время, и у меня появилось такое чувство, что это жилье меня будто не хочет отпускать. Может, вы подскажете, как вы прощались со своей съемной квартирой? Буду рада совету или, например, если подскажете какую-то практику. Благодарю. Может, подскажете, как вы прощались со своей съемной квартирой? Вы знаете, со съемной квартирой прощаться было легко. Но, знаете, легко было прощаться, скорее всего, именно со съемной квартирой, потому что, во-первых, она у меня была маленькой, я снимала студию, и я была просто счастлива переехать в дом, который по площади во много раз превосходит эту съемную квартиру. В дом, где есть огромная кухня, огромные комнаты, своя земля, это просто легко. Но на самом деле, если честно говорить, я прожила в том ЖК, где снимала квартиру, 7 лет. И этот ЖК находился на берегу реки Оки, рядом находился лес, заповедная зона там. Там, конечно же, с теми местами у меня было связано очень много приятных воспоминаний, очень много ностальгии. И вот здесь мне, конечно, было немножко сложновато отпускать это место, поскольку очень много приятных моментов было связано с ним. Но знаете, как я решила этот вопрос? Во-первых, я, знаете, порадовалась, что переехала в другое место. Мне всегда интересно исследовать что-то новое, какие-то новые локации. Я, как велосипедист, очень люблю исследовать новые локации. Вот. Ну и, конечно же, когда переезжаешь на новое место жительства, всегда интересно, как что устроено, где что находится, какая природа, что можно найти в лесу, там, где можно покататься. В общем, вот это вот мой исследователь внутренний, он просто ликовал.
Вот, и поэтому переехать на новое место жительства, в данном случае, в моем случае, со съемной квартиры в свой дом, конечно же, это было вау, как круто, и для меня сложности не составляло. А вопрос ностальгии я решила следующим образом. Я просто, знаете, что стала делать? Периодически где-то раз-два раза в месяц я езжу в город именно в тот ЖК, где я раньше жила, и посещаю там своих мастеров по маникюру, по ресницам, гуляю там по местным магазинам, и этого мне вполне хватает, чтобы снова насладиться теми приятными воспоминаниями, с которыми у меня было связано проживание в этом ЖК, поностальгировать, попить кофе на набережной, там есть набережная на Оке. Вот так вот. Я переезжаю периодически в город, даже встречаюсь с подругой, еду в центр города. У нас, кстати, очень красивый, невероятно красивый город. Кто не был, обязательно приезжайте, посмотрите. Очень мне нравится место под названием Набережная Федоровского. Там открывается потрясающий вид на слияние Оки и Волги и на собор Александра Невского, на мост через реку. Вот. Это невероятно красивое зрелище, особенно летом это атмосферно смотрится. Я когда была фотографом, я там периодически делала фотографии. Поэтому, если будете в Нижнем Новгороде, обязательно посетите набережную Федоровского, не пожалеете. Небольшая реклама моему городу. Значит, резюмируя этот ответ свой, да, я вам хочу сказать, если вас что-то не хочет отпускать, это значит, что вы сомневаетесь в том месте жительства, куда вы собираетесь переехать. А если вы сомневаетесь, то зачем тогда туда переезжать? Если посещают сомнения, то, может быть, все-таки и не стоит. Может быть, все-таки стоит найти то место, в которое вам захочется переехать настолько, что не будет никаких сомнений, что вы точно хотите туда. Скорее всего, вы переезжаете туда не по своему выбору. Не сами вы выбрали это жилье, да, новое место жительства. Может, там семейные какие-то обстоятельства и так далее, и поэтому вы сомневаетесь. Вот тут стоит задуматься, а как вам построить свою жизнь так, чтобы у вас была возможность выбора, именно вашего выбора, чтобы вы сами самостоятельно выбрали себе место жительства. И тогда сомнений никаких не будет, и тогда не нужно никаких шаманских практик по отпусканию и так далее. Вот так вот все очень просто. Надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Следующий вопрос. Здравствуйте. В одном из роликов вы упомянули, что вы психолог. Практикуете ли вы сейчас? Вот такой-то интересный вопрос. Да, я действительно по образованию психолог. По роду деятельности я контент-менеджер. Плюс еще я творческий человек, филантроп, миллионер. Да, я по образованию психолог, да, периодически ко мне приходят люди по сарафанному радио, и я их консультирую по каким-то жизненным вопросам. Но что я хочу вам здесь сказать, знаете, в какой-то момент я поняла для себя, знаете, такую очень важную вещь, что какое бы ни было образование у человека, да, если вы чувствуете, что опыт этого человека для вас ценен и важен, если вы чувствуете, что этот человек может дать вам какую-то уверенность в себе, силу, если вы чувствуете, что этот человек даст вам какие-то ответы на ваши вопросы, то неважно, какое у него там образование, какой у него там опыт, я вот легко могу проконсультироваться у любого человека за деньги, если чувствую, что опыт этого человека для меня ценен и важен. Неважно, какое у него там образование, не образование, дипломы, не дипломы. Вот на это я смотреть лично не буду. Знаете, образование сейчас настолько доступно и настолько широко, то есть образование сейчас даже онлайн можно получить, да, что выбор специалистов настолько велик, что, мне кажется, тут, скорее всего, не на дипломы нужно обращать внимание, а на опыт этого человека, насколько ценен и важен для вас этот опыт. И вообще, насколько резонирует вам этот человек. Вообще, если вам импонирует его мировоззрение, его образ жизни, его состояние, его опыт, если для вас это ценно и важно, то какие бы дипломы у него там были или не были, мне кажется, это первый, самый важный критерий при выборе человека, который вам может помочь, да, если говорить о специалистах, помогающих профессий. Вот. Вы знаете, я даже вот запросто могу обратиться к какой-нибудь бабушке, даже если она прожила какой-нибудь интересный опыт в своей жизни, да,
я спокойно могу у нее проконсультироваться, даже несмотря на то, что у нее нет там какого-то образования или еще что-то. Если у нее есть ценный, важный опыт для меня, я готова заплатить любые деньги, знаете. Вот. Ну, а те люди, которые ищут, прицениваются, дорого ли, дешево ли, есть ли какие-то дипломы, то тут уже, знаете, скорее всего, не про ценность, не запрос на ценность вашего опыта у этого человека, да, скорее всего, запрос на самоутверждение эго этого человека за ваш счет, да. Ага, давайте я там проконтролирую, какое у вас там образование, поспрашиваю с вас, да, поиграю с вами в учителя, в ревизора, там, я не знаю, кого еще, супервизора с вами поиграю, в родителя с вами поиграю. Вот. Мне вот нравится так вот поспрашивать, пооценивать кого-то. Но этот человек 100% не интересуется собой, внутренним миром, не идет к вам за какой-либо трансформацией и помощью. Да? Вот, таких людей я, скорее всего, отправлю к другому какому-то специалисту, который им действительно сможет помочь, у которого есть там куча дипломов для них, какого-то огромного опыта, 15-летнего, да. Пожалуйста, каждый выбирает себе специалиста по душе. Поэтому, да, я практикую, но практикую не в том привычном понимании, да, как на это смотрят супервизоры, может быть. Хотя я сама периодически тоже посещаю специалистов, в которых я заинтересована, которые помогут мне. Да, вот, кстати, до переезда я интересовалась телесно-ориентированной терапией. Я ходила на пару тренингов вот, по телесно-ориентированной терапии. Я также пробовала интегративно-ресурсную психотерапию. Я консультировалась у человека, который занимается психоанализом. В общем, мне как психологу, как человеку с этим образованием, да, мне интересно, в каких сферах работают мои коллеги, конечно же. И периодически там, тут я хожу на какие-то консультации, тренинги, вот чисто для себя, да, чисто для себя, вот лично какие-то свои проблемы проработать и также посмотреть, как работают другие специалисты. Мне это тоже интересно поизучать, посмотреть. И, конечно же, оттуда я привношу тоже какой-то опыт. Вот. Вот так вот. Да, практикую, но не настолько интенсивно, как это принято у людей, которые полностью погружены в это и занимаются этим, да. Мне это интересно и в большей степени для себя, скажем так. Вот, но, а если появляются люди, которым это нужно, я, пожалуйста, готова и вас тоже проконсультировать по каким-то вопросам. Более подробно об этом могу рассказать в своем телеграм-канале. Проходите по ссылкам под этим видео, подписывайтесь. Вот, друзья, пожалуй, на сегодня все. Я здесь очень много всего наговорила. Если у вас появились еще какие-то вопросы, пишите под этим видео. Возможно, я запишу еще одно такое видео с ответами на вопросы. А также можете пройти в мой телеграм-канал. Ссылку вы найдете под этим видео. И там очень часто я отвечаю на вопросы подписчиков в формате аудиоподкаста. В голосовых сообщениях очень часто я люблю общаться со своими подписчиками в телеграм-канале. И если у вас возникнет крайняя прям потребность пообщаться со мной, пожалуйста, проходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, задавайте там вопрос, я в аудиосообщении вам отвечу. Но на сегодня все. Всех благодарю за внимание. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.